тихом приморском городке на берегу Черного моря стоял элегантный ресторан с панорамными окнами. Солнечные лучи играли на белоснежных скатертях и хрустальных бокалах, создавая атмосферу покоя и достоинства. Мария Петровна работала официанткой в этом ресторане уже 5 лет. Ей было 48, и жизнь ее не баловала особыми подарками. После развода она одна растила дочку Катеньку, которая теперь училась в университете в большом городе. Каждая копейка доставалась тяжелым трудом, но Мария Петровна никогда не жаловалась. У нее было доброе сердце и светлая улыбка, которая согревала гостей ресторана даже в самые холодные дни. В то утро менеджер ресторана Виктор Сергеевич нервно расхаживал по залу, поправляя уже идеально разложенные приборы. Ожидался особенный гость – Андрей Николаевич Соколов, известный предприниматель-владелец крупнейшей строительной компании в регионе. Он бронировал лучший столик у окна для обеда с матерью. Мария Петровна, как обычно, спокойно готовилась к смене. Она проверила свою форму, разгладила фартук и собрала темные волосы в аккуратный пучок. В ее движениях не было суеты, только тихая уверенность человека, который знает цену честному труду. Около полудня к ресторану подъехал черный автомобиль. Из него вышел высокий мужчина лет 40 в дорогом костюме. Он обошел машину и бережно помог выйти пожилой женщине. Это была Елена Ивановна, его мать. Ей было 82 года, но она держалась с достоинством королевы. На ней был элегантный бежевый костюм с жемчужным ожерельем, а седые волосы были уложены в мягкую прическу. Когда они вошли в ресторан, весь персонал замер в почтительном ожидании. Виктор Сергеевич лично встретил гостей у входа и повел их к лучшему столику. Мария Петровна стояла рядом с блокнотом в руках, готовая принять заказ. Андрей Николаевич помог матери сесть и сам устроился напротив. Он начал что-то говорить, но Мария Петровна заметила странное. Пожилая женщина внимательно смотрела на губы сына, но не отвечала. Потом Елена Ивановна повернулась к официантке, и ее добрые карие глаза встретились с глазами Марии Петровны. И тут произошло нечто неожиданное. Мария Петровна улыбнулась, опустила блокнот на стол и начала двигать руками. Ее пальцы складывались в плавные жесты, которые складывались в беззвучные слова. Она использовала язык жестов, приветствуя Елену Ивановну и спрашивая, как она себя чувствует. Лицо пожилой женщины буквально засветилось. Она всплеснула руками, прижала их к груди и ответила жестами, полными радости и удивления. Андрей Николаевич застыл с открытым ртом, глядя на эту невероятную сцену. Весь персонал ресторана замер, наблюдая за происходящим. Мария Петровна и Елена Ивановна разговаривали жестами несколько минут. Официантка рассказала о меню дня и спросила, какие блюда предпочитает уважаемая гостья. Елена Ивановна отвечала оживленно, и ее лицо сияло такой благодарностью, что у многих наблюдающих навернулись слезы. Наконец Андрей Николаевич нашел свой голос. «Простите, как вы знаете язык жестов?» – спросил он тихо, и в его голосе звучало искреннее изумление. Мария Петровна скромно улыбнулась. «Моя дочь Катенька родилась с нарушением слуха», — объяснила она просто. «Мы с ней начали учить язык жестов, когда ей было 3 годика. Теперь это наш особенный способ общения. Катюша учится в университете на юридическом факультете, и она самая умная и добрая девочка на свете». Ее голос был полон гордости и любви. Андрей Николаевич молчал, а потом медленно кивнул. «Моя мама потеряла слух 20 лет назад», — сказал он, и в его голосе прозвучала боль. «Я пытался учить язык жестов, но работа, поездки, постоянные дела. Я так и не выучил его как следует. Мы общаемся записками губами, но это не то. Это совсем не то». Елена Ивановна положила руку на руку сына и мягко погладила ее. В ее глазах была бесконечная любовь, но и печаль от тех невысказанных слов, которые копились годами. Мария Петровна почувствовала, как сжалось ее сердце. Она знала эту боль разделения, когда любящие люди не могут до конца понять друг друга. Она наклонилась к Елене Ивановне и показала жестами несколько фраз. Пожилая женщина закивала, ее глаза заблестели. «Елена Ивановна говорит, что она очень любит вас», — перевела Мария Петровна, обращаясь к Андрею Николаевичу. «Она говорит, что гордится вами больше, чем можно выразить словами. Она понимает, что вы очень занятой человек, и это нормально. Она просто счастлива быть рядом с вами».
Андрей Николаевич резко встал, прошелся к окну, стараясь справиться с эмоциями. За его широкими плечами угадывалось напряжение. Когда он повернулся к матери, его глаза были влажными. «Мама», — прошептал он и сел рядом с ней, взяв ее руки в свои. «Прости меня, пожалуйста. Прости, что я не нашел времени научиться говорить с тобой по-настоящему». Мария Петровна тихо переводила его слова жестами. Елена Ивановна гладила лицо сына, и слезы катились по ее щекам, но это были слезы не печали, а освобождения. Обед продолжался совсем в другой атмосфере. Мария Петровна осталась рядом с их столиком, став мостом между матерью и сыном. Она переводила их разговор туда и обратно, и впервые за много лет Андрей Николаевич и Елена Ивановна действительно говорили друг с другом. Они вспоминали детство сына, его первые шаги, первый день в школе. Елена Ивановна рассказывала жестами смешные истории, а сын смеялся и плакал, одновременно открывая для себя мать заново. Другие посетители ресторана наблюдали за этой сценой, и многие украдкой вытирали слезы. В воздухе витало что-то очень чистое и настоящее, простая человеческая любовь, которая не нуждается в словах, но так нуждается в понимании. Когда обед подошел к концу, Андрей Николаевич попросил принести счет. Но вместе с ним он передал Марии Петровне визитную карточку. «Мария Петровна», — сказал он серьезно, — «вы не просто официантка. Вы дали мне сегодня то, чего у меня не было 20 лет, настоящий разговор с мамой. Я хочу нанять вас. Приходите к нам 3 раза в неделю, учите меня языку жестов, помогайте мне общаться с мамой. Я заплачу любые деньги». Мария Петровна покачала головой. «Мне не нужны ваши деньги», — сказала она мягко, но решительно. «Но я с радостью приду и научу вас. Бесплатно. Потому что каждый сын должен уметь говорить со своей мамой. Это важнее любых денег». Андрей Николаевич хотел возразить, но, увидев твердость в ее добрых глазах, лишь кивнул. «Тогда позвольте хотя бы помочь вашей дочери», — предложил он. «Катерина учится на юриста. Моей компании нужны хорошие специалисты. Пусть она приходит на стажировку после университета. Мы ценим людей, которые понимают, что такое настоящая забота о других». На этот раз Мария Петровна не стала отказываться. Она понимала, что это не милостыня, а шанс для Катеньки. И что этот шанс появился потому, что ее дочка научила ее самому важному – видеть людей сердцем, а не ушами. С того дня все изменилось. Мария Петровна действительно начала приходить к Соколовым 3 раза в неделю. Она терпеливо учила Андрея Николаевича языку жестов, и он оказался прилежным учеником. Каждый новый жест был для него мостиком к сердцу матери. Елена Ивановна расцвела. Она снова стала оживленной и веселой, рассказывала истории, делилась мудростью прожитых лет. Андрей Николаевич открыл для себя, что его мать невероятно остроумная женщина с прекрасным чувством юмора, чего он никогда не замечал в их прежних скупых разговорах. Мария Петровна стала частью их семьи. Она приводила иногда Катеньку, которая быстро подружилась с Еленой Ивановной. 2 женщины разного возраста, но с одинаковой особенностью нашли друг в друге родственные души. Прошел год. В тот день, когда Андрей Николаевич впервые смог полностью провести беседу с матерью без переводчика, он плакал от счастья. Елена Ивановна тоже плакала, гладя его по голове, как когда-то гладила маленького мальчика. На следующее утро к Марии Петровне в ресторан пришел посыльный с большим конвертом. Внутри было письмо от Андрея Николаевича, написанное от руки и переведенное на язык жестов специальными рисунками, которые он сам нарисовал. «Дорогая Мария Петровна», — писал он, — «вы научили меня слышать тишину и понимать, что настоящее общение идет не через уши, а через сердце. Вы вернули мне маму, а ей сына. Это бесценно. В конверте вы найдете документы на квартиру для Катерины в городе, где она учится. Это не благодарность, это инвестиция в будущее доброго человека, который изменит мир к лучшему, как это сделала ее мама». Мария Петровна сидела в подсобке ресторана и тихо плакала, прижимая письмо к груди. Она не плакала от радости, хотя была благодарна. Она плакала потому, что поняла главное: в этой жизни можно быть бедным по деньгам, но богатым по сердцу, и именно это богатство меняет судьбы. Вечером она позвонила Катеньке и рассказала о случившемся. Дочь долго молчала, а потом прислала сообщение: «Мама, ты всегда говорила, что доброта возвращается.
Теперь я верю в это всем сердцем. Я люблю тебя». Мария Петровна посмотрела в окно на вечерний город, на огни, которые зажигались один за другим. Где-то в большом доме пожилая женщина разговаривала со своим сыном на языке жестов, который стал языком их любви. Где-то молодая девушка мечтала о будущем, в котором она поможет другим людям найти справедливость. А здесь в маленькой квартире простая официантка улыбалась, понимая, что жизнь удивительна и прекрасна, когда живешь с открытым сердцем. Иногда величайшие дары приходят не в виде богатства или славы. Они приходят в виде возможности протянуть руку другому человеку в нужный момент и изменить все одним простым жестом доброты. И это самая настоящая магия, которая существует в нашем мире.